Доброе утро! Это наш первый полноценный день на Крите. Мы вчера приехали, разместились в апартаментах. Был довольно тяжелый день. С утра сегодня уже сходили, искупались. А сейчас идем на пляж. По дороге к пляжу такая небольшая аллейка с виноградом. Тут даже есть виноград. О том, как мы добирались до нашего места и краткий обзор наших апартаментов, смотрите в предыдущем видео. Подсказка наверху. Как и в прошлом видео, прошу извинить меня за качество, так как у моей камеры сбились настройки фокуса и экспозиции, а я это поздно заметил. Цена комплекта 2 лежака и зонтик 10 евро. Пляж расположен буквально в 2 минутах ходьбы от наших апартаментов. Хорошо оборудован. Типичные для Крита лежаки, добротные тенистые зонтики, душ, туалет. А самое главное, очень приятная мелкая галька. Ну вот тут мы и расположились. Здесь на пляже есть единственная таверна. Таверна называется Галини. И мы сегодня попробуем здесь пообедать. Вода кристально чистая и прозрачная. Вход в воду плавный, глубина нарастает постепенно, но быстро. Уже метра через 3 глубина больше человеческого роста. Подводный мир не такой богатый, как, скажем, в Красном море, но кое-что встретить можно. Мы в таверне Галини, которая расположена прямо на пляже Ахлия. Сейчас будем делать заказ. Вот такое у нас меню. То, что есть у них сегодня. Есть целый раздел свежей рыбы. Сардины 11 евро, дорадо 16 евро, сибас 17, греческий салат 8 евро,
И из мяса баранина в винном соусе 15 евро. Мусака 11. Так, вот нам принесли вино. Небольшое даже ведерко со льдом, чтобы вино не согревалось. Зацените размер греческого салата. Это наши сардины. Комплимент тоже богатый. Арбуз, фиги и груши. Ну, честно говоря, мы жутко объелись. Порции были очень громадные. Впрочем, поподробнее расскажет Таня. Сегодня и салат был очень хороший, и сардины были замечательные. Очень приятные мальчики, которые обслуживают. С таким уважением, наверное, к посетителю. Красивые бокалы, вино и к нему ведерко со льдом. Вот из таких мелочей тоже складывается впечатление. Но, конечно, самое главное, то, что было все очень вкусно, очень красиво и совершенно не жаль тех денег, которые вы потратили на этот обед. Спасибо, Крит, спасибо, Греция. А счет составил 45 евро. А теперь вкратце о месте, где мы остановились. Это поселок Ахлия. Расположен в 15 минутах езды на автомобиле от самого южного города Крита и, пожалуй, всей Европы Ирапетры. Поселком Ахлию можно назвать с натягом. Здесь есть несколько апартаментов и вилл, пару таверн и даже есть один мини-маркет, который мы обнаружили в конце нашего пребывания. Самая главная ценность поселка – это прекрасный мелкогалечный пляж, расположенный в бухте, защищенной от северных ветров. Так, какие же еще апартаменты находятся на пляже Ахлия? Сейчас попробую сказать. Вот с самого края находится студио Галини. Здесь 3, по-моему, апартамента. Далее идут Blue Paradise. Это шикарные апартаменты. И стоят они в 2 раза дороже наших. Тут расположены апартаменты Summer Vibes. Тоже не дешевые вроде бы. Такая тут обстановка. Далее идут наши апартаменты. Здесь 3 апартамента. Ахлия Beach Apartments. Наши средние называются Ахлия Beach Apartments 2. Вот это они. И замыкает всю эту группу апартаментов апартаменты Blue Horizon. А сейчас я покажу апартаменты, в которых мы живем. Так они называются, Ахлия Beach Apartments. Экспресс-обзор апартаментов я делал в предыдущем видео, а сейчас чуть поподробнее. Перед входом есть такой
релакс-уголок. И сразу что поражает, это громадная терраса. Она в тени почти весь день. Слева есть принадлежности для барбекю, и уголь даже есть. Сушилка для белья. Большой стол, стулья. А с хозяином апартаментов мы переписываемся в чате букинга. И перед заездом он нам прислал сообщение о том, что ключик мы можем найти в ящике с кодовым замком. И дал нам код этого ящика. Внутри ключик действительно оказался. Заходим в апартаменты. Мы их называем апартаментами пещерного типа. То есть вот вход, и практически никаких окон нет, как пещерка. Слева у нас расположена кухня, хорошо оборудованная. Здесь есть кофеварка, чайник, умывальник. Неплохая плита индукционная, двухконфорочная. В шкафчиках много всякой разной посуды. Здоровенный холодильник. Все помещается в него. Так, справа у нас шкаф, много вешалок. Здесь столик с зеркалом. И двухспальная кровать неплохая. Могла бы быть немножко и побольше, но нам хватает. И слева небольшой столик. Тут нас ждали при заезде различные подарочки. Кекс, бутылочка раки, фрукты. И идем дальше. Здесь вторая комната. Тут еще есть 2 спальных места, но мы эту комнату используем как гардеробную, как склад. Тут есть одна кровать. На стенке висит всякая декорация. Здесь вторая кровать. И слева расположена ванная комната. Ванная комната простая. Горячая вода есть. Всегда хорошая горячая вода. Хорошо, что есть шкафчики большие. Много чего можно положить. Здесь душевая кабина. А здесь унитаз. Выходим из ванной комнаты. Здесь есть Wi-Fi, очень хороший. Интернет быстрый, можно спокойно смотреть видео на YouTube. И что нас поразило, очень сильно поразило, это полное отсутствие комаров. Мы уже так привыкли к тому, что на Крите комары. Взяли с собой много антикомаринных принадлежностей, но они нам так и не понадобились. Теперь выходим из номера. И вот такой у нас вид на пляж. В большой комнате есть кондиционер, мы иногда его включали перед сном. А вот в маленькой комнате, где 2 отдельных спальных места, к сожалению, кондиционера нет. И летом в жару ночевать там очень некомфортно, я считаю. Хозяина апартаментов зовут Никос. Один раз он к нам заглядывал, все ли в порядке. Еще один раз приходила его жена. Очень приятные люди. Смена полотенец по запросу. Из минусов отсутствие фена. Мусор выносим сами, в контейнер недалеко. В целом для нас шикарные апартаменты. Здесь очень тихо. Соседи с одной стороны есть очень тихие, справа вообще никого нет. И, конечно, до моря буквально 3 минуты ходьбы. Завтраки и ужины готовили себе сами. Обедали в основном в таверне Галини. Но бывало, что и обедали тоже у себя в апартаментах.
Здесь живет бабушка. Ей 96 лет. Поселение Левтерия. Левтерия. Олег. Алекс. Олег. Ореон. Левтерия. Левтерия. Никос. 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 Рум. Рум. Угу. Черный. Э, Мам. Ага. Мама Никос. Ага. А вот тут вода. Бабушка сказала, что она из горного источника. Ее можно пить. Наберем воду себе в бутылочку. А это, кстати, хорта, которую мы заказываем в таверне за 7 евро. Ну, дузи. Ευχαριστώ πολύ. Паракало. Ну, дузи. Notus? Water. Water from mountain. Yes, I know. Okay. Δεν κατάλαβες. Από το τίζι. Αυτό. Αυτό? Ага. Νερό. Καλό νερό. Ευχαριστώ. Вот так вот мы и общаемся. Идем в свои апартаменты. В общем, выяснилось, что Элефтерия – мама хозяина апартаментов Никоса. Добрый вечер. Мы приехали в поселок Макрилос. Мы хотим здесь сходить в одну хорошо известную нам кондитерскую, а потом пойти в гавань. Там есть небольшая набережная, на которой расположены таверны, кафе, бары. И там мы планируем поужинать в одной из таверн. Берем трубочки и пахлаву. Bag? Yes. Thank you very much. Зашли еще в такой овощной. Здесь овощи и вино. Такая специализация у них. Этот белый виноград местный очень вкусный. И фиги обалденные тоже. Здесь еще есть мед. А тут какие-то обалденные смеси сухофруктов, орехов. Всего. Взяли фиги. Они вообще с этого района. Вот выходим на набережную. Тут праздник жизни. Сколько народищу. Вот это да. Так, а вот справа таверна Фарос. Возможно, мы здесь сегодня и останемся. Мы пройдем дальше, посмотрим, что там еще есть. Да, людей здесь много. Ну, обошли мы набережную от начала до конца и решили все-таки вернуться в Фарос. Хороший, проверенный ресторан.
Не повезло. Дорада у них закончилась, еще много чего закончилось. Идем дальше искать место. Так, сели в ресторан под названием Элья. Он сказал, последняя дорада у них осталась. Наверное, это она. Греческий салат. Хлеб очень вкусный, принесли горячий. И вот еще мезе к нему. Две какие-то замазки и оливки. Сколько нам тут всего понаприносили. Это вот дорада. Еще к ней идут эти овощи. Ну вот как бывает. Хотели прийти в старую проверенную таверну. В итоге мы из нее ушли и попали в совершенно новую для нас. И она оказалась просто шикарной. Ну, а подробный комментарий от Тани. Мое впечатление о таверне. Был очень вкусный хлеб. Теплый, свежий. Вот такой вот не белый, а серенький. И к нему подали очень вкусные мезе, одно из которых, вероятно, была свекла с йогуртом. И это действительно очень вкусно. Я впервые такое ела. Замечательно. Очень хорошо сделанная свежая дорада с прекрасным соусом, большая рыба. И я очень люблю влиту. Это такая греческая трава, которая, можно так сказать, что способствует пищеварению. Ее в меню обычно нет. Надо спрашивать отдельно. Я спросила, значит, и мне дали положительный ответ. Нам принесли эту влиту, и она тоже оказалась очень хорошо приготовленной. И салат греческий замечательный. К дораде еще подали просто овощи. Поэтому все вместе, просто вне всяких похвал. Действительно было очень вкусно. В итоге счет составил 42 евро. Таверна Элья, поселок Макриевус. Не забудьте поставить лайк, если понравилось видео. Продолжение в следующем выпуске. Всем пока! Ну вот мы купили в этой кондитерской одну пахлаву и 4 трубочки. Все это нам стоило 4 евро.